Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный шоколадно-кофейный торт Мокка. Торт буквально тающий во рту, с очень нежными воздушными шоколадными коржами и тающим во рту шоколадным и кофейным кремом. Торт с красивым разрезом будем готовить абсолютно без желатина, и готовится он очень просто и быстро, этот торт. Для бисквита я беру 3 яйца по 50 грамм весом, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара, 140 грамм сахара общим весом. И сахар я ввожу буквально порциями и взбивал яичную массу где-то 3 минуты. Туда я добавляю 75 мл молока комнатной температуры, 75 грамм растительного масла без запаха, и все это просто перемешиваю, ничего больше не взбиваю. Также я туда добавляю 170 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, неалкализованный какао-порошок у меня, и 9 грамм разрыхлителя. Все это просеиваю в жидкую смесь. И сейчас перемешиваю миксером, ничего не взбиваю, просто перемешиваю до однородности. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма 20 сантиметров в диаметре. Выпекать буду на среднем уровне, режим вверх-вниз без конвекции. Выпекается примерно 35-40 минут этот корж. Ориентируйтесь примерно на 35 минут. Берем деревянную шпажку и вот так проходим по всему бисквиту, чтобы вышли лишние пузыри. Ставим сейчас в духовку 175 градусов Цельсия. У меня прошло 35 буквально минут. Корж испекся. Даю ему полностью остыть. Сейчас готовлю крем. Здесь 250 мл молока ставлю на плиту, довожу до кипения. 120 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваю крахмал с сахаром, так наиболее меньшая вероятность возникновения комков. 200 грамм молока, 2 столовые ложки кофе растворимого. Добавляю туда всю крахмальную смесь. Здесь у меня 5 желтков от крупных яиц весом примерно 100 грамм. Вы можете брать также 2 яйца среднего размера и также добавлять в этот крем. Также все сейчас перемешиваю. Молоко у меня уже дошло до кипения, но не кипело. Я, помешивая в центре ковшика венчиком, ввожу туда всю кофейную смесь. И иду сейчас на плиту и увариваю всю заварную основу. На среднем огне при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном доводим смесь до кипения и даем прокипеть при первых признаках кипения, то есть когда возникнут пузыри, буквально 30 секунд еще провариваем. Все, смесь готова, снимаю с огня. Теперь все это хорошо перемешала еще раз. Разделяю смесь на 2 примерно равные части. В одну из частей я добавляю 25 грамм сливочного масла. Все это перемешиваю до однородности. А во вторую часть я добавляю 50 грамм темного шоколада. Можете горького добавить, но не молочного. С молочным будет такой размытый вкус. Сейчас шоколадную смесь перекладываю в ту емкость, где это все будет остывать. Накрываю пищевой пленкой в контакт обязательно и остужаю до такого холодного состояния достаточно. Итак, бисквит у меня отстоялся.
я достаю его из формы и сразу же нарезаю. То есть ему не нужен такой долгий отдых, как классическому бисквиту. Это один из самых легких шоколадных бисквитов. Он еще легче, чем шифоновый, я бы сказала. То есть он настолько воздушный, он именно идеально подходит к этому торту. Здесь бисквит абсолютно не забивает собой именно вкус самих кремов. Он как бы дополняет их просто. Вот такие 3 коржа у меня получились. И готовлю сейчас сливочный крем. 200 мл очень хорошо охлажденных сливок, 30 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 150 грамм сыра маскарпоне, 150 грамм творожно-сливочного сыра. Девочки, кто из Германии, это обычный фришкезе. И начинаем взбивать до устойчивых пиков. Все продукты молочные очень холодные должны быть. Здесь главное не перевзбить эту массу. Сливки не менее 30% жирности. Остыли заварные основы. Я их перемешиваю очень аккуратно ложкой, ничего здесь не взбиваю, просто чтобы они у меня разошлись до однородности. И перекладываю их сейчас, каждую эту заварную основу, в свой кондитерский мешок. И также сливочный крем я перекладываю также в кондитерский мешок. Такие 3 мешка у меня уже приготовлены, и с ними я сейчас буду работать. Коржи я обязательно пропитываю здесь. Для пропитки я беру 1 столовую ложку кофе, 1 чайную ложку сахара, можете столовую брать, это по вкусу, и 150 мл горячего кипятка. Все это заливаю, остыло, и я сразу этим пропитываю торт. Таким образом, я наношу сначала сливочный крем на корж. И сейчас наношу сразу шоколадный крем, шоколадно-кофейный. И затем наношу в оставшуюся часть уже кофейный крем. Накрываю все последующим коржом. Кремы все эти стабильные, я собираю торт, как видите, даже без кондитерского кольца. Также пропитываю 2 корж. Делаю все то же самое. Теперь я просто меняю очередность нанесения кофейного и шоколадного кремов, чтобы во вкусе это все гармонично сочеталось, и в разрезе это будет красивее смотреться. Этот торт очень хорош для тех, кто не употребляет желатин в пищу. То есть он стабильный, и здесь он абсолютно у нас без желатина. Накрываем тем коржом, который был у нас дном при выпекании. И сверху отсаживаю остатки сливочного и шоколадного кремов. Разравниваю все это и посыпаю посыпкой шоколадной. Просто так вот в таком стиле я украшу этот тортик. Вы же можете этого не делать и украшать по своему желанию. Здесь остатками шоколадного крема я отсаживаю вот такие капли. И остатками сливочного крема я отсаживаю такие цветочки. Насадка 1Е, кондитерская насадка. Конфеты здесь у меня с орехом, фундуком готовые. Они очень хорошо дополняют вкус этого торта. И вот такой торт в итоге получается, который готовится быстро. Здесь не нужно ждать долго, чтобы он стабилизировался. То есть он у меня буквально часа 2 постоял в холодильнике. И вот такой прекрасный уже разрез у него получается. Тающий во рту шоколадные коржи. Крем вкуснейший, нежный, сливочно-шоколадно-кофейный. И я думаю, что порадует всех любителей кофе этот торт. И также любителей шоколада. Здесь вы можете брать свой любимый какой-то шоколадный бисквит, но вот именно этот бисквит, он собой как бы не забивает вкус этих кремов, а наоборот просто их оттеняет, что немаловажно для шоколадных бисквитов. И я надеюсь,
что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.